праздником вас, милые дорогие братья и сестры во Христе! Мира вам, любви и согласия! Хотел бы рассказать, как я попал в Чихачево. Это было 2006 год. Первый раз я сюда приехал. Это было мое день рождения в декабре месяце 21 числа. Проживаю я в Московской области, город Реутов. С тех пор я приезжаю, окормляюсь у отца Никия, духовным чадом, которым являюсь. За все это время я не раз приезжал сюда и на послушание, был и видел, как исцеляются, как реанимируются люди, приезжающие сюда. Раньше, конечно, был интерес, я ездил, отдыхал, когда у меня был отпуск, на море, на какие-то места, за границу, и видел в этом интерес. Но по батюшке, по молитве батюшки, у меня кардинально изменилась жизнь. И после того, как я сюда приезжал на послушание, я понимал, что здесь все пропитано благодатью Божией. И люди здесь меняются, то есть происходило чудо, то есть преображение человека. Был один человек, стал другой. И вот по молитвам отца Ники то же самое произошло со мной. Никогда я не видел здесь за все 14 лет пребывания здесь, чтобы здесь кого-то насильно удерживали. Отец Аники – это сама любовь. Человек, который стоит в истине, во Христе и молится за весь мир. За все время я не видел, чтобы здесь были какие-то поборы, что кто-то требовал деньги или все. Люди добровольно всегда приносили, жертвовали для Бога, для обители. Все это время мы строили с Божьей помощью, с отцом Аники, эту обитель, в которой и сейчас окормляется огромное количество людей, приезжающих со всей России. Вот. Хотел бы вам пожелать мира, любви и согласия с наступающим вас Рождеством. И Божьей помощью. Храни вас Господь. Я благодарен, что приехал в эту обитель. Никогда не думал, что старец Ионикий, 3 человека их в России. Он очень прозорливый. Я немножко даже опешил, когда он обо мне сказал. Я приехал, чтобы еще раз поговорить с ним. Спасибо, Господи. Андрей, хочу сказать в защиту батюшки Ионики. Мои хорошие, ну как можно гнать такого старца? Сколько ему лет? Он уже 40 лет служит здесь, верой и правдой. Он находится уже давно между небом и землей. И все делает только для нас. Ну как можно сказать, такого старца, который отдал ногу свою ради паствы, ради служения Богу, которому ничего не надо, ему нужно только Божье служение. Нельзя гнать такого старца. Вы сами все знаете.